Здравствуйте! Сегодня у нас очень важное занятие. Я считаю, что оно должно быть с вами обязательно всегда. Оно относится к весне. Это цигун-терапия печени. Пришла весна, и с ней стихия дерева. Пришел расцвет природы и человека. А к дереву в нашем теле относится печень. И мы ее будем укреплять, очищать, помогать ей, потому что весна – самое тяжелое время для печени. Но почему всегда мы должны взять эти упражнения на заметку? Потому что печень – единственная живая стихия, которая требует ухода. Как не полить дерево, не погреть солнышком. И результаты укрепления и очищения печени замечательные в цигун. Проходят даже самые трудные проблемы с печенью. Почему это так эффективно? Потому что мы пошлем энергию дерева печени, и я покажу вам 3 варианта. Вы можете выбрать любой, можете их чередовать. 3 варианта по укреплению печени, и мы сделаем по одному циклу. Вы должны сделать хотя бы 3 или 7-5 циклов. Можно сделать эти упражнения утром и вечером. Сейчас, весной, желательно выполнять их каждый день. Они не займут много времени, это больше длится мое объяснение. А потом 2-3 раза в неделю. А при проблемах печени, конечно, каждодневно. Потратить, 10 минуток, это, по-моему, совсем немного, но это будет очень эффективно. Мы пошлем энергию дерева печени, это придаст ей силы, потому что ей тяжело, у нее не хватает сил. С нее же начинается движение энергии по большому кругу. И свежая энергия дерева уже будет выталкивать мутное и больное. А потом мы поможем, выведем по путям печени в пальчики рук и ног все плохое, замусоренное за пределы тела. Вот такая схема нашего укрепления. Что может дать печень? Во-первых, проблемы печени. Во-первых, печень отдает энергию легким. Укрепляя печень, мы уже укрепим легкие. В печени рождается истинная ци. Наши мы не только берем извне, но и свою энергию тоже должны как-то продуцировать. Печень, серединочки органов и меридианов, она может не болеть. Но веточки и корни прорастают по всему телу. И проблемы печени могут возникать в разных местах. И мы лечим эти места, а причина сидит тихо в печени. Могут болеть плечевые, тазобедренные, коленные суставы. Это суставы земля, и печень на них опирается. Также, когда печень дает энергию легким и отдает неблагополучную энергию замусоренную, могут возникать проблемы тяжелого дыхания, астмы, сердцебиения, даже давления. Печень – это болезни кожи, фурункулы, гнойные воспаления, мигренческие боли. И поэтому мы с вами укрепим печень сегодня, очистим пути печени, выведем все, что болит и беспокоит, за пределы печени. Итак, 3 варианта, и мы будем укреплять энергией дерева. Начнем с чего? Мысленно выйдем из каменных стен на просторы весенней вселенной. Успокоимся, расслабимся, представим себя деревом, любым, какой вам нравится, макушечка в прохладном небе, руки веточки, позвоночник гибкий ствол. Мы уже укрепляем энергию дерева, а из стоп в землю врастают глубокие широкие корни. Я каждое утро представляю себя деревом, врастаю в мир природы, по веточкам и корням всегда пойдет энергия, открываются ваши энергетические линии. Начнем с прогревания поясницы, польем корни, от почек идут главные меридианы, питающие ноги энергией. Мы черпаем воду и греем поясничку. Потом мы восстановим силы, и тоже они связаны с кровообращением ног, чтобы вы были посильнее, чтобы общая сила была в теле, не только в печени. И еще раз черпаем воду, центр силы – вода. И уже укрепляем поясничку, разогреваем тело, низ живота,
Центр силы работает как золотая печь, которая отапливает тело. Ножки дышат, потому что акцент будет на энергии ног. По ногам мы будем выводить все неблагополучное, что у нас есть в печени, в другую сторону. Успокаиваемся, расслабляемся и черпаем энергию дерева. Лучше реального, который в окошечко видите. Мало ли, что вы представите. Ну, давайте единообразно мы черпаем энергию сосен и посылаем в печень. Вы можете ощутить в печени тяжесть, холод, тяжелая холодная энергия должна уйти за пределы тела. Это не хорошая энергия. Может быть, немножечко ощущение горечи и тошноты. Попейте простой, чистой воды после занятия маленькими глоточками, как эффект капельницы. А теперь мы снова черпаем энергию сосен не пустыми ручками и промываем медленно тело. Лицо, горлышко, щитовидка, кстати, может страдать из-за проблем печени. И опускаем вниз на акцент на большой пальчик ног. Чтобы все, даже кашли, насморки, проблемы щитовидной железы, проблемы глаз, головные боли, чтобы все это сердцебиение, давление, чтобы все это ушло в ножки. И вот это движение запускает расцветающий круг, чтобы все в вас прекрасное расцветало, и печени было полегче, и бачок поджелчного пузыря. Его тоже обязательно промываем. А глазки очень важны, укрепляя печень, мы укрепляем зрение, потому что глаза – кошечки печени. Вот первый вариант нашего движения. Потеплели пальчики ног. А второй вариант – берем дощечку, любую, чистенькую, гладенькую, лучше с сучком. И прикладываем к печени. И немножечко поговорим. Все плохое с печенью будет уходить в деревяшечку. Все плохое с удовольствием уйдет в новый красивый деревянный домик. А все хорошее из деревяшечки будет наполнять печень хорошей энергией дерева. Дышим естественно, несколько циклов дыхания, пока будем представлять этот процесс обретения сил, энергии дерева и очищения. Мысленно потянули из деревяшечки хорошую энергию в печень. Стоим, дышим, естественно, не задерживаем дыхание. А теперь все плохое мысленно из печени в деревяшечку уходит. И еще потянули хорошую энергию. И обратно все плохое в деревяшечку. Так мы постоим несколько минут, сделаем несколько циклов. Потом на 10 минут, не больше, можно оставить эту аппликацию деревом, привязав деревяшечку, но в конце мы все-таки должны вывести все плохое, мутное. Вот сейчас, может, пошел холодок из печени. И мы с вами снова черпаем энергию сосен. Вы можете любое дерево, которое видно в окно, реальное, и промываем, выводим по тем же путям. Это очень полезные промывания, запускающие расцветающий круг энергии, напомню. И бачок. И все уходит в пальчики ног. Но для гармонии можно добавить и промывание рук. Мы в следующем цикле добавим, чтобы не только ножки, но и веточки, ручки задышали. Теперь мы, когда будет тепло, у нас еще холодно, пойдем погулять среди деревьев. Походите медленно, спокойной головой и расслабленным телом. Постойте у каждого дерева, прислушайтесь и услышьте, какое дерево ваше. Оно вот так как бы вас притянет к себе. Но мы давайте остаемся с сосной, обняли сосну, прижались правым боком, печенью и поговорим с сосной. Сначала услышим ее запах, как движутся соки земли по сосне. Потом попросим: сосна, помоги мне укрепить печень, поделись своей энергией. И так же, как с деревяшечкой сосны, потянем энергию в печень, а потом обратно все плохое в сосну. Но следующее движение можно сделать немножко по-другому. Чередовать эти два движения. Мы потянули хорошую энергию в
печень сосны, дышим естественно и мысленно по ножкам, по внутренней поверхности на большой пальчик отправили все мутное и больное. Снова потянули хорошую энергию и обратно из печени в дерево. И еще раз потянули, не торопимся, даем энергии хорошей улечься и плохой успеть выйти. И вниз по внутренней поверхности ног на большой пальчик все уходит за пределы тела. Поблагодарим сосну. Каждый цикл из 3 мы сделаем 3-5 раз, то есть снова повторим, да? А мы черпаем энергию сосны, и уходит все ненужное в пальчики ног. Черпаем в пальчики ног. И давайте промоем ручки энергии сосны для гармонии в пальчики рук. Медленно, чтобы все плохое успело уйти. Потому что косвенно вот этот пальчик связан с печенью. И уходит. И со мной сделаем такое движение. Только со мной. Вам ручки приходит ваша идеальная печень. И мы ее поставим. Поддержим. Это очень помогает, но сами не делайте это движение. И еще разик энергии сосны в пальчике все убираем. Хорошего вам весеннего настроения. В головках у всех хорошее настроение. Не пропустите следующее занятие. По вашим просьбам будет утренняя разминка. Небольшая, но из самых простых и важных упражнений, с которыми вы уже знакомы. До следующей встречи.